Всем привет! В сегодняшнем видео расскажу еще об одном интересном средстве от компании Exi. Это Cordovan крем. Предназначен он для финиширования лицевой поверхности кожи, для придания блеска. Но когда он пришел ко мне, я попробовал и на изнанку наносить, и на торцы. И в общем крем интересно себя проявил даже на этих поверхностях, поэтому появилось желание поделиться с вами своими, так скажем, исследованиями. Выглядит крем вот таким вот образом. Для удобства пересыпал себе в отдельную такую маленькую баночку из-под детского питания для удобства использования, нанесения крема. Как ведет себя это средство в работе, покажу на примере кожи растительного дубления. Предварительно окрасил ее с двух сторон и изнанку загладил клеем КМЦ. То есть сегодня подготовим этот кусочек для дальнейшего использования при изготовлении кошелька. Видео я тоже об этом запишу. Также забегу наперед, отвечу на вопрос, где это все можно приобрести. Есть в Киеве магазин АТК, который прислал мне для обзора и эту кожу, и краску, и крем. В общем, они поддерживают мой канал. Спасибо им за это и за возможность записывать новые видео и делиться с вами какой-то новой полезной информацией. На мой взгляд, главная фишка этого крема именно в простоте нанесения, потому что здесь проще средства, в принципе, я еще не встречал, чем он меня и привлек. Просто набираю немножко и вот так вот растираю. Хочется отметить, что это не инструкция по нанесению, это именно тот способ, как я приловчился работать с данным кремом. Изначально рекомендую его наносить на большие поверхности, потому что неудобно наносить именно уже на маленькие вырезанные детали. Поэтому перед тем, как разрезать на детальки наш кусок, то есть мы его покрываем кремом. Нанесли, получается такая более, матово получается такое покрытие относительно, да, крем немножко впитывается, и дальше просто берем ткань и легкими движениями, не нажимаем, прям так, чтобы, знаете, с усилием, чтобы можно было прям протереть эту кожу, а просто легкими движениями. Вот так вот протираем. Тереть стоит недолго. Главное, чтобы вы почувствовали эту легкость скольжения тканью, и значит уже средство нанесено. В итоге получаем такую красивую поверхность с небольшим глянцем, она приятная на ощупь. И что интересно, что это покрытие, оно более стойкое, чем обычные апритуры. Апритурой мы покрыли, взялись пальцем и все, она становится матовой, стирается. То это покрытие, оно более устойчиво к различным касаниям. Это то, что я заметил. Также многие спрашивают, а как это средство будет на краске, как это средство будет на, допустим, Crazy Horse. Покажу, есть у меня Crazy Horse кусочек. Тоже получается, если взять, допустим, обычную поверхность, да, и с кремом, то разница заметна. И также есть у меня кусочек краста, обычного хромового дубления. Тоже такой глянец. И матовая изначально поверхность, и потом после нанесения этого крема. Значит, прямое назначение крема я уже показал, как он ведет себя на лицевых поверхностях кожи.
Потом у меня появился вопрос, возможно ли его наносить именно на изнанку, делать покрытие изнанки кожи. Значит, этот метод работает только на растишке. На хроме там немножко другая ситуация, там КМЦ, этот клей не работает. На растишке вот загладили с клеем КМЦ поверхность, дали высохнуть и делаем то же самое. В принципе, наносим этот клей. Я вот наношу таким вот свертком там, с ткани. Можно попробовать еще каким-то шпательком наносить. Не знаю, чем-то, в общем, приспособиться. Это уже можете сами пробовать. У меня пока такой вариант нанесения. Как бы тоже нанес крем, дал немножко ему впитаться, получилась поверхность, ну, как бы еще относительно матовая. И потом теми же движениями как бы натираем. Так, в результате получаем такую же, почти как и на лицевой поверхности, картину, то есть небольшой такой глянец, получается как, ну не знаю, какая-то защитная такая пленка. Вот у нас на поверхности, все гладенько, все приятно на ощупь. У меня спрашивали, можно ли апритуры заменить воском при вот такой вот процедуре заглаживания бахтермы. Воск, у него немножко другие свойства, он не подходит, он не заклеивает, не запечатывает наш ворс. А притуры, они как бы создают такую незначительную, но в принципе пленку, которая еще удерживает ворс от подымания. Не знаю, сколько и насколько хорошо этот крем будет держать, ну, как бы наш ворс, вот эту поверхность заглаженная, я еще, ну, не было времени у меня потестировать. Но в принципе картинка очень красиво получается. И еще что интересно, при нанесении этого крема не остается разводов. То есть, если мы, допустим, жидкую апритуру наносим или кремообразную, то обычно все равно где-то там начинает этот поролон там подсыхать, в общем, и получается так растяжки такие. Незначительно могут быть, но они все равно остаются. То в этом случае, при этом использовании этого крема, ничего такого нет. То есть никаких растяжек, вот, никаких там линий направляющих. Вот, все гладко, все красиво. Если нужно обработать изнанку кожи хромового дубления, то у меня немножко как бы это все не получилось из-за того, что нету специального инструмента. Здесь, мне кажется, нужна специальная такая стеклянная гладилка. Вот, и можно прям этот крем как бы втереть, нанести вот в бахтерму, в ворс, дать немножко подсохнуть, и потом этой стеклянной гладилкой разгладить, и он как бы заклеится, запечатается. Вот. Если просто водить тканью, то все равно вот эти ворсиночки, они поднимаются в одну, в другую сторону, и не получается загладить так, как хотелось бы. Поэтому нужна именно эта гладилка. Может, когда-то я вам покажу такой способ. Ну, как бы последнее еще, чтобы добить уже эту тему с покрытиями, с нанесением, остаются только торцы. Торцы тоже наношу вот таким вот образом. Значит, сначала я торцы загладил токанолы, это тоже кожа растительного дубления. На хромке там все немножко сложнее, там нужно дорабатывать еще наждачками. В общем, здесь нанес токанолы, наждачка, еще раз токанулы, и в итоге натираем этим вот кремом. Конечно, результат зависит от многих факторов, в том числе и от кожи, на которую мы наносим. Но здесь вот результат мне понравился. После токанолы торец не настолько гладкий. То
То есть вот когда наносим этот крем, получается такая глянцевость и очень гладкий. По составу самого крема ничего сказать не могу, это у вас уже проконсультируют в магазине. Если честно, на это все я внимания не обращаю. Мне главное, чтобы оно работало, давало качественный результат, и это для меня главные критерии. Ну и простота именно в работе. Это все, что привлекает в данном креме Кордован. Последнее время только им и работаю, вот привыкаю, нравится мне он в использовании. Ссылку на магазин оставлю в описании под видео. И надеюсь, видео вам будет полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.